Здравствуйте. Здравствуйте. Мы пройдем. Да, конечно. Давайте. Опять открыто. Ага. Я вот не помню, то ли здесь, то ли... Вот начальник цеха. Так, два. А, точно. Нет, не помню. А мы сейчас позвоним, наверное. Значит, начали, скажем так, сейчас посмотрим, есть один, скажем так, вопрос еще по металлу, ну, который там по клетке, по этой. Здравствуйте. Да. Там в измененном чертеже я упустил маленько тут, ну, беготни дофига. Внутренняя резьба по всей длине или там указано пол диаметра, ну, половина детали, на какой детали? которая втулка внутренняя. По всей? По По всей, алюмишке, да? По алюмишке, да. Сквозная? Ну, я сейчас тогда скажу просто. Сквозь, там да. чуть-чуть не... По всей длине, по всей длине резьба. Там она наполовину нарисована. Здравствуйте. Там половина нарисована, ну, целая. То есть резьба нарисована здесь. Я понял, это отсекло. По всей длине. Ага, все понял. Вон заготовка зажата, одна, вторая. Да, вот. я понял. То есть как бы сейчас. Если мы там как чисто почистили, тут же ни на что не влияет. У нас круг, сам прокат, полтинник, ну, грязноватый. Я понял. Почистили, Я же там без обработки ну, поверхности. да. Ну и Поэтому все. Оно пойдет. все равно в сварное пойдет. Главное, Да. чтобы оно потом Да. соосно встало и. Соус наставить, потому что все равно будем лучше спицы пилить уже по факту, когда Ага, по кондуктор месту, зажмем, да, конечно. И А у вас планшайба какого максимального диаметра? мы же какую вырежем, такая будет. Планшайбу? Ну, конечно. А зачем резать? Ну, вдруг какое-то готовое есть. Нет, особо у нас много всякого разного, Ага. и поэтому стараемся, ну, не привязываться, потому что это Конкретного, да? слишком... А размер стола поворотного тогда какой максимальный? Поворотные стола, когда мы их сами делаем, мы как составим, такой будет. Ну, да тут дорого же. Ну, дорого, понятно. Вот большой, вот с планшайбы делали ребятам из ОСИ, из инженерного центра ОСИ. Они бочку обшивают, то есть им каркас, ну, гнули. Ну, то есть здесь двушка, да? 2 метра примерно диаметр. Да, по-моему, сейчас. О, ну вот. Это вот что касаемо Прокаталась, да? прокаталось, Ну, оно без деформировалось этого. относительно, ну, неплохо по внутренней Неплохо, части. неплохо. Здесь Пойдет. ролика нет. Ну, да. Почти. Замечательно. Поэтому сейчас планшайба изготовится, то есть мы ее зажмем и сразу полностью. Ну да, чуть-чуть ребрышки Ну, есть. не, но ну это фигня. ерунда, Это я фигня, думаю, да, я думаю, ерунда. Самое главное, поверхность вся четкая. То есть, а вот эти поверхности есть, Биения да? не будет, это все будет прижато к столу, Ага. это будет все четко приварится и соберется уже спицы. Я завтра готовое изделие буду показать. Я Сегодня понял. на стадии того, что мы начали, и поэтому, скажем так, это пошел процесс. Я понял. Завтра закончу. 2 колеса. Шустро. Ну, не шустро, долго, готовка. Нет, ну, всегда, потому вот, что всегда процесс, подготовка долгая, а потом раз и да, сделал. процесс, скажем, производственный, никуда не деть его не остановишь, а как бы машина крутится, поэтому, чтобы подойти, это надо маленько и настроиться, и перестроиться, и подстроиться. Поэтому к этому моменту. Так, вопрос. После сварки готовое, оно отпускается как-то или алюмишку не ведет? Ну, она будет тянет? зажата, и она в статике будет оставаться до полного остывания, Ну, то есть, прижата. И как поэтому остывает, я как думаю, остынет, что так никаких остынет, проблем, да, проблем не должно быть. Но мы вам здесь ее не крутанем нигде. да, вот как раз я 1270, 1250. Там какая версия? 3/4? Можно на попробовать. 3/4, да. Можно попробовать, постараюсь. Крутануть. У меня балансировочный станок есть. Мы свои рабочие колеса Ага. балансируем. У нас оправки, осадки все есть. Под ваш диаметр, я думаю, подойдем, подберем что-нибудь. Да, на балансировочном, может, даже и лишнего будет. Можно даже на вот здесь же горизонтальный какой-то есть. Он что-то Ну, мотает. Просто это- посмотреть биение какое и все. Так вот, я по биениям идеальный вариант.
Он крутится Это я вертикально. понимаю, но не все же диаметры просто Не, доступны. мы 1250 делаем, Ага. то есть, Ну, то есть как бы это у себя. влезет. А у вас 1270. Ну, будем, я думаю, что должны войти. Ну да. Ну, В общем, замечательно. И так, а там отверстие, да, по... Мы решили, Понятно. что я поставлю гаечные заклепки Мгм. к вам, да, Да-да-да. под М6. Под шестерочку. Да, ну. то есть это я вам все приготовлю, все в рабочей версии будет все полностью готово. То есть оно все заклепанное и нормально. Да. Сварка ПЭЦ, все четко будет. Замечательно. Ну, скажем так. Я так. не сильно навязчиво Не, вам названивал тогда. Я Иван, я просто, ну, как бы в потоке у меня тут тоже такое идет, что обработать не могу информацию, поэтому я понимаю, мне как. проще, я Андрюхе сказал там как-то по-свойски, потому что я вас еще не знакома, а Вот. так отбрехался, скажем так, потому что мне надо закрыть текучку, которую мы говорю, мы даем обязательства, но проблема производства в том, что всегда то человеческий фактор, то станок подведет, еще какие-то вопросы, и поэтому приходится нивелировать здесь между заказами, поэтому это как и раз уж всё извиняйте, рабочие моменты, и я абсолютно. понимаю, что к вам попасть еще надо постараться на самом деле. Ну да, блин. Я на самом деле рад знакомству, потому что проектов там можно много, и они все специфические. А мне как бы я уже вырос вот из стандартки, да, мне Ага. хочется специфического. И это почему я зацепился, скажем, Андрюха предложил, мы с Ажуром тоже вот плотненько работаем, с Андреем, ну, как бы тоже интересные проекты, и он выдумывает там и прочее, как бы. Если надо что-то выдумать, обращайтесь. 15 лет в НИИ позволяет всякое. Ну и классно. Я думаю, что интересно Ну будет. и я удивлен на самом деле, что вот такая вот приборная база, она просто специфическая, она не везде такой комплект оборудования есть. Абсолютно верно, да. Вот, Поэтому и здесь очень замечательно. интересно в плане того, что с листом можно... Я же предложил изначально, когда увидел само этот, ну, проект этого колеса, условно говоря, я думал, тоже не поверил, что труба загнется, Да, вот алюминий. вопрос был, да. А меня это тревожило. Ну, там подумал, какие-то решения там сам придумал. Думаю, если что, так предложу. Ну, слава богу, труба загнулась. Вы прокатывали в роликах, да? А Да, зажимали с да, боков, нет? Да, конечно. То есть он спрессован в колесе и прокатывали? Ну хорошо, теперь и это вы тоже, или вы уже давно освоили? Да я Ребра как бы... по обечайкам можете гнуть жесткости. И здесь вот еще вопрос. Когда до кучи. Потому что, смотря на металл, который предстоит там, да, ну, клетка, условно назовем-то, у меня здесь возник вопрос. Почему именно так собрано? Так, вот это именно колесо. Ну, во-первых, пятилучевая структура, это у нас оно вписывается в здание, пятилучевое, оно уже есть, оно готово. И во-вторых, что у нас нужна несущая какая-то основа, на чем масса будет висеть. Если я 5 лучей соберу, они все на пол рычага, консольно получается закреплены здесь. Поэтому я центральную пустил, она будет несущая по весу, а остальные Не, уже... я не супротив центральный, я к чему? Я думал, что если вот мне не нравится вот этот, да, зазоры, скажем, как, ну они объединяются пластины, вопросов нет. Да. Но мы можем ее запилить, то есть рассчитать углы, то есть это все и на труборезе нарезать, это будет цельная конструкция. Ну, Надо ли- вопросов нет. 72 градуса он не сильно распространенный угол, поэтому я, если не 60, я привык просто Ну. отрезать стандартными какими-то. Потому что, Если можете, вопросов нет. потому что мы, если ну, прорисуем и все в углах будет, она и сборка потом будет проще и легче. И будет то есть оно в стык пятно, станет да, всё, и всё. да, пятно соприкосновения будет, конструкция более жестче, на мой взгляд. Если сделаете это трудозатрат дополнительных больших не понадобится, то вопросов нет. Что так их пилить, что напилит это станок. Один раз нарисовал, а потом только... От меня поправка нужна? Да нет, это я уже могу спокойно своим операторам дать, которые Хорошо. прорисуют. Хорошо. Ну, будем всё. знать, что у вас она превышает среднестатистические. Да, мы начнем, давайте сейчас поэтапно пойдем. Вот Хорошо. сейчас закончим вот с этими делами и приступим к этому, потому что надо будет все к этому, ну, идет, оно идет, мы не Я можем. понимаю, но потому что- примерно мы ориентируемся по каким срокам и по каким деньгам, чтобы вот этот вопрос же тоже важный будет. Сергей, 5 минут перезвоню. Так, ну, сроки по алюминию.
завтра заканчиваю. Мгм. То есть я думаю, что до обеда я закончу, потому что токарь мне сегодня отдаст, а гнуть ее завтра, ну, допилить лучи, собрать, скажем, ну, до обеда, думаю, закончу. И займусь этим вопросом. То есть как нарисую полностью, увижу картину. Пока непонятно, да? Увижу картину, ну, в смысле, в обработке, во всей их истории, и появится цена какая-то. Я понял. Если надо подробности по модельке, я могу что-нибудь выслать для Нет, степа, для еще чего-нибудь. принципиально сейчас Модельки. пока, Пока не надо, да? да. Ну, 3D-шная моделька. Да, 3D-шную я имею в виду. Три- Да, здесь а, не дорисовалась, блин, зараза. Ну, 3D-модель было бы здорово. Мы всегда А работаем в по каком? 3D. В каком формате? Ну, да как формат? Он один степовский, по-моему, или какой? он? Нет, ну разные. Степ, да, могу. Ну, мы можем открыть. Мы все равно в инвенторе работаем. Вы автокадовский в инвентаре, файл. да? Да. Ну хорошо, то есть он степы. СТП или степ. Я просто в солиде вот это готовил, поэтому SolidWorks. Хорошо, в степе выгружу. Да, Как потому лучше? что у меня тут полностью... Да можно прям 3D-модель. Нет, я понял. Почтой и Макс, WhatsApp, Макс, Максом. WhatsApp, все работает. А, ну, только WhatsApp на другом номере. Ну, тогда Максом вам отправлю. Замечательно. Да, вкратце так. Вопросов? Не, пока нету. 3D-модель будет, вообще никаких вопросов не возникнет. Потому что мы разбираем, у нас такие тут проекты порой тоже нарисуют. Вроде бы простая лестница. А просчитать ее практически невозможно. Ты не видишь всей полностью Ну полноты картины. А когда люди уже ее строили в помещение, там все, начинаешь стену убирать, уже видишь, что они заложили, какую модель. Да, это всегда так. Поэтому... Что хотел сказать автор? Да, надо это понять. Да. Как говорится, начать сначала. Вот. Ну и у нас, соответственно, если я уж тогда задумку пояснять буду, коротко. Так, а у меня здесь сборочник. А, ну вот он. То есть умысел в том, что вертикальная нагрузка на каждой клетке одна на другую будет ставиться. Соответственно, у меня здесь на скручивание и боковые нагрузки это вот эти угольники, то есть они по всем косынке распределены. Вертикальная, ну, несущая балка, то есть, ну, не балка, квадрат труба здесь. Ну и ось тут, да, какая-то И сборная. ось сборная, да. Плюс вот эта часть, она у нас подвижная. То есть юстировать мы все равно по центру вращения будем относительно, ну, каждый. Потому что поднагрузится, грунт чуть-чуть неровно там будет и так далее. То есть надо будет каждую выставлять. В любом случае. Ну, я думаю, а не проще в плане, там сколько по погрешности планирует быть? Не проще какой-нибудь самоустанавливающийся подшипник? Может быть и проще, но пока из Потому того, что ну, юстировать и где-то там в поле юстировкой заниматься, ну я что-то не знаю. А нам просто будет отъюстировать, потому что внутри будет вот это вот алюминиевое вращаться, и нам все биения будут видны. То есть Ну, дай бог, что, в самоустанавливающийся, опять же, мы должны ему жестко задать какой-то центр. Ну да. А если центр этот будет смещен, и все, и мы в поле уже ничего не сделаем. А с этим, ну, раскрутил, подвинул, подбил куда надо, затянул, ну, дальше. Они там, понятно. За ними пригляд нужен, да. А можно это, Святослава, что-нибудь спросить? Сказать? что-нибудь скажешь, на вопрос ответим. Да. Ну, Иван Сергеевич, поговорите, наверное. Да, здравствуйте. Вас погрузили, да, в проект, чем занимаемся? То есть для чего деталькой у вас это делается? Нет. Нет, это будет центральная часть лопастной системы для ветроэлектростанции. Да, то есть вы здесь участвуете в разработке, с одной стороны, ну, известной такой конструкции, с другой стороны, это уже новое прочтение, получается, под конкретные задачки делаем. Ну и на современном уровне исполнения уже с нужной точностью, как я понимаю, все будет изготовлено. То есть, а вы как оператор давно практикуете? 4 года. А заканчивали что? Автоматизацию технологических процессов. Нет, ну вуз какой? КУСГТУ? Ну значит вы тоже наш. Я да? из КУСГТУ, и проект, собственно, в КУСГТУ тоже делается. То есть и здесь наши студенты. И поэтому, да. Поэтому вы помогаете, да, помогаете вузу сейчас тоже. Ну что, вы уже настроили, будете включать, да? Ну, свернуть буду пробовать. Уже прям пробовать? Ну да. Уже прям сейчас? Ну, практически. Ну мы так в сторонке Можно мы постоим, мешать не будем. подсматривать будем? Хорошо.
вообще все сошковская. Все больше. Все готово, да? Ну нет, не готово.